Здесь вот такой вот вид. Здесь обрыв опасный. Там самая высокая точка была, вон там были. Сразу за один день 4 пика. Называется Малая Алматинская кругосветка. Собственно говоря, сейчас виделся с человеком, который в горы ходит. Сейчас вообще просто начинаю для начала интересоваться этой темой. Потихоньку погружаться в нее, вообще что такое горы. Я люблю изучать жизнь с разных ее аспектов, с разных ее сторон. Вот, поэтому после Ironman начал интересоваться вообще темой гор сейчас, видеться с людьми. В детстве моя родовая деревня в России, там есть гора, Кызылташ называется, Красный камень. Я очень любил туда подниматься, то есть это место, по которому я даже скучаю, оно часто мне снится. Такое некое, знаете, место силы, то есть по-другому и не сказать. Потом я когда-то в гору поднимался, на гору Иремель. Он находится в том же Белорецком районе когда-то. И мне, знаете, понравилось. Такой некий дух свободы. После этого я в горы, в принципе, не ходил. Но этим летом сестра родная с племянниками приезжала в Алмату и подарила мне книгу. Кстати, вот она, да, называется «Уральская экспедиция Чагадаева». В чем суть? В том, что вот этот вот Олег Чагадаев прошел за 100 дней весь Урал. Представьте, 100 дней он просто был в этом походе, в этой экспедиции. Это интересно. Целую книгу об этом написал, это меня вдохновило. Я попробую посмотреть, что это, как это, а вдруг мне понравится, а вдруг это мое новое увлечение. Я живу в Алмате. Здесь вот этот Залийский Алатау, он вообще просто удивительный и прекрасен. То есть вообще все к этому располагает. И это видео сейчас именно про это, как вот эта мечта, она зарождается. То есть как она формируется, понимаете, вы у истоков. Если все это получится, вы уже дальше увидите, во что это будет тоже выливаться. Точно так же, как бег, Ironman, джиу-джитсу когда-то. То есть все на ваших глазах, как мечта превращается в реальность. Что, друзья, всем привет. Сегодня четверг. Завтра в пятницу рано утром буду направляться в сторону гор. Сейчас пока сборы, комплекты термобелья, баф, перчатка, шапка. Здесь у нас еще шапка, перчатки, варежки, шапка, носки утепленные. Так, это грелки, это не сюда. Так, сумка айронменовская, вместительная, будем здесь все помещать. Я думаю, кофе сделаю, кофе с собой, сникерс. Вот, и, наверное, возможно, еще изотоник сделаю один. Надеюсь, все будет в порядке. То есть пока интересные такие ощущения. Завтра утром уже в дорогу. Пока подготовка, проверка. Возможно, еще ибупрофен надо закинуть, мало ли. Но говорят, горняшка есть. Надеюсь, он со мной не будет, но начинается головокружение, голова болеть там, и человек начинает прогонять. То есть это мой первый опыт. Как оно будет, не знаю, что будет. Завтра рано утром сегодня постараюсь поспать, выспаться. Кстати, заберу завтра Никиту, это видеограф, обычно кто монтирует все. Потом встречаемся там уже с Богданом. И в 3 человека, я, Богдан, Никита, пойдем в горы. Вот. Никита обещал взять коптер, возможно, будет красиво. Надеюсь, завтра с погодой все будет отлично, и в целом нам все удастся, даст Бог, все у нас получится. Вот. Что, всем доброго утра. Мы парканулись, вот здесь скрытый паркинг, всегда здесь оставляю машину, и вот он, Никита, легенда. Hello. Обычно он за кадром, это человек, который монтирует, я уже говорил об этом. Человек, который монтирует, все собирает, все, что вы видите на YouTube. И документальные фильмы, и разборы, это делает Никита. Сегодня мы с ним идем в горы. Вот, даст Бог, получится у нас поднять еще коптер там в такой красоте. Показать вам все это. И знаете что? Вот я прям говорил уже. Мы живем в таком красивом месте. Здесь горы. И, наверное, грех не ходить в них. Сейчас будем ждать нашего гида Богдана. На канатке поднимемся до определенной высоты. И там по всем пикам уже пойдем вот так. Потом сделаем такой круг. Это называется малая кругосветка.
11, 12, 11, 12, час, 2, 3, 4, 5, 7 часов. Ну, до 5, я думаю, где-нибудь в районе, если качели окажем, то хорошо будет. Но я думаю, быстрее. Но братку все равно полегче. Да, но снегу навалило, да, в общем? Снегу навалило, да. Снега навалило нормально сегодня. Ну, 2 дня была лавинная опасность стояла, вот только Да? сегодня более-менее дали добро. А, интересно. Вот. Сегодня дали добро. А вот 8 и 9 вообще в горы нельзя было ходить. Вот вчера нельзя было в горы идти. В этом плане. То, что лавины могут спускаться? Да? А, Ну, обычно 2-3 дня выжидаем. Снег уляживается, тогда можно идти. Более безопасно. документируем. Вот мы на канатке сейчас будем подниматься наверх. Вот. Там два пролета, 2 подъема. Ты кофе или чай там? Чай с лимончиком. С лимончиком чай. Термос, которому больше лет, чем всем здесь. Алмата. Какой год? Алмата? Аж Думаю, где-то Он тяжелый, наверное. 74-й. Да не особо. Да? 74-й? Да. 74 год. Обстановка тоже, Богдан тоже чай пьет. В 20-х годах сель доходил вплоть, пока плотину не построили. Плотину построили в 60-х годах, первую плотину. Это потом ее наращивали. Есть даже статья в интернете, там прям хорошо расписано. Статья о том, как вообще вот после селя, когда вот сошел здесь сель в Горельнике, Мореное озеро номер 13 сверху прорвало, вот и как его здесь наращивали. Вообще изначально первые сели, которые были, они доходили вплоть до парка 28 Горейсов Панфиловцем. Там до сих пор лежит камень. Вот есть университет, не помню, как этот университет называется. Абая, что ли, университет Абая, да. Там до сих пор около этого университета камень до сих пор не убирают, как исторический камень. Он туда прикатился в результате селя. Ну, он до сих пор можно посмотреть, вон, если вниз посмотреть внимательно, вон строения бывшие, которые снес. Вот здесь лагерь Горельник был тоже непосредственно, вот, туристический лагерь было. Если вот сейчас, допустим, сель начнется, вот, ну, вот куда вот, если ты здесь внизу, допустим, завтракаешь, где вот обычно люди завтракают, куда бежать? Да никуда ты не убежишь. Все, да? Минус? Ну, добежать можно, максимум. Шансы, если есть, это надо лезть сразу, если, не дай бог, он пойдет, ну, это его предугадает, скорее всего, и заранее закроет ущелье, но если такое произойдет, надо лезть вверх по склону. Вверх по склону? Да, максимально лезть по склону, потому что сель уйдет вниз, и он будет, соответственно, все вниз уходить. Он как. Соответственно, единственный шанс — это максимально быстро добегать до какой-то возвышенности и стараться максимально взбираться вверх. Угу. Уходить вверх по склону максимально. Красота здесь. Ждем сейчас, будем подниматься. И потом уже там по пикам пойдем. Ну все, мы идем покорять пик. Главное найти панораму. Панораму. Фурмановку. Ну что? Сейчас. Самое сложное на этом маршруте — это пролезть. Вот. Впервые, наверное, на такой высоте, да? Впервые на такой высоте. Это первый мой пик. Чембулачка. Пик Чембулачка. 3450 метров. Здесь обрыв опасный. Вот такой. Вот хребет, вот наш гид, вот Никита, вот я. Ну, пора гонять чаи. Да, вот она, пик Чембулачка. Сколько мы этот участок лезем, вот, ну вот сверху? 1,5 часа лезем.
Пол-10 начали, сейчас пол-11. Мы сейчас даже только треть, да, прошли? Да, только треть прошли. Здесь, кстати, гробовая тишина. Я не знаю, вот очень тихо. Вот, ну, очень-очень тихо здесь. Прям. Вот когда мы даже замолчали, вообще тишина. Вообще ничего не слышно. Гробовая тишина. Прям. Здесь можно медитировать. Не зря, наверное, медитируют в горах. А вон место под палатку, можно под палатку прийти, вон заночевать. Да. Хорошая идея, кстати. Заночевать здесь. Вон классное место, прям офигенное. Аккуратно. Не торопясь. Ну что, мы забрались на еще один пик. Называется пик Башута. Да, вот отсюда такой вот вид. И знаете, воздух разряженный. И уже чувствуется работа. Честно сказать, да, уже есть напряжение, уже есть усилие. Уже потихоньку накатывает усталость. Классно. Такая вот работа. Второй пик в моей жизни. Вот. И в нашем маршруте. Мы только половину маршрута прошли. Еще дальше половину. Как-то так. Че, Никит, как тебе? Чаечек надо. Надо Четко. Надо чуть глотку. Виды обалденные. Да. Просто. Ух. Только что здесь были куропатки, но мы их спугнули и мы их не засняли. Но все равно вид красивый. Здесь второй пик прошли мы. И здесь, смотрите, какая-то обманка. Здесь снег. Если наступишь, ты улетишь вниз в обрыв. То есть вот этот снег, который справа, вот здесь вот, это обманка. Она тебя обманывает. Ты можешь угодить в просак. Вот это пик панорама, да, будет? Вот это будет сейчас пик панорама. А дальше? Дальше Фурманова, да, сказал? О, дальше пик Фурманова. Сейчас чуть-чуть полегче пока. Такой проходик. Но на самом деле самый сложный, говорят, уже позади. Вот. Здесь уже должно быть чуть-чуть полегче. Вообще, в целом, горы это интересно. С горами связано то, что я родился на Южном Урале, Башкортостан. Вот. А вообще, родовая деревня, она находится в котловане. Вот. Из максимум того, что я поднимался там, это у нас такие небольшие горочки. Там есть Уральские горы, очень древние считаются. Вот. Там был древний океан раньше. Горы древние. Чем древнее гора, тем она меньше. А Уральские горы самая такие низкая цепочка гор. Вот, соответственно, например, Чамалугма, как я вроде неправильно произнес, но вот Эверест, грубо говоря, вот это все. Они очень молодые горы и растут с каждым годом. Вот. Поэтому еще я поднимался на Айгир, Еремель, Казалташ, в деревне Айгир, там в районе Белорецком. Потом Еремель тоже в Белорецком районе. И сегодня уже впервые 4 пика таких уже трехтысячников, так скажем. Вот. Сразу за один день 4 пика. Называется Малая Алматинская кругосветка. Зимой посложнее проходить маршрут, но сегодня погода все равно благоволит. Солнце. Но в любом случае это не значит, что ты не устанешь. Устаешь, голова чуть кружится. Воздух разряженный. И тут уже, горы, чем интересно, что ты не можешь там заднюю дать развернуться, такси заказать. Здесь, если ты вышел, то уже должен идти. Не скулить. Вот. Такой разговор. Потому что телефон отключаешь, полностью все отключаешь. Разговоры. Уходишь немножко в себя. И ты в природе, где абсолютно тишина. Без связи. На несколько часов. Ну, пока что, да. Но просто это Малая Алматинская кругосветка. Есть уже большая, которая уже на несколько дней. Даст Бог летом, если получится. Посмотрим вообще, как тема гор. Пока мне нравится. Но я начал уставать. Фух.
Такая хорошая тренировка. Движемся. Хочу кушать. Это фиаско, братан. Очень красиво упал под камеру прям. Как будто специально. Я засмущался. Да. Обычно за кадром, да? Несет. Сейчас уже полегче. Вообще спускаться, конечно. Вот и пик третий. Наш сегодня пик панорама. Скамеечка. Скамейка здесь вообще уже красота. Хорошо здесь посидеть уже можно. Фу. Кайф. Че, Никит? Ну, это не передать камерой. Да, это не передать, да, согласен. Это не знаю. это Попробуешь надо коптер испытывать. поднять еще раз? Попробую в Нам- третий раз. нам но не мне дали. кажется, неудачно. Нам не дали коптер поднять что-то. Надеюсь, сейчас поднять. Просто перегрузи его. О, вон там город. Сейчас наконец-то покушаем. Что я сейчас заголодал чутка. Кушать охота. Чаечки. Сейчас до Медео, да? Да, сейчас только до Медео уйти. Других вариантов нету. Только если в обратку на канатке. Ну, мне кажется, это будет нерациональная идея. Спускаемся с пика панорама потихоньку. Сейчас там Уже спустились? спустились, да, на пик Фурманова сейчас. И здесь домик. Там уже можно переодеться, совершить молитву и, собственно говоря, завершать путь. Что, кто-нибудь есть? Что есть там? Бутылка коньяка. Свет есть здесь, короче. О, Обалдеть. Классно. А долго она стоит? Лет, пару лет точно. И вот это все не украли. Меня радует прям. впереди заключительный пик. Прошли уже 3, и вот последний, 4-й пик Фурманова перед нами. Обошли, получается, 4 пика за световой день. Вот. Это 4-й пик, сейчас будем подниматься, потом пойдем уже на спуск. Первые 4 пика в моей жизни. Вот такое вот начало город. Честно сказать, горняшка накрывает все равно. 4-й пик. Голова кружится чуть, немножко подташнивает. Но это впервые. 4. Все, колы нет. Шоколадка есть и сладенькая? Ячейку. О, Сладенькая осталась. весь световой день будем идти. Солнце садится. Опасный спуск. Сзади был. И здесь чуть-чуть можно поскользнуться и ускакать вниз. Не торопись. Это жесть. Да. Это жесть. Фу, спуск опасный, сложный. Снега много. Да, Скользко. это я прям очень доволен. Для первого раза хорошо, да? Вообще прям замечательно. Я бы сказал даже, если запикать можно, Да. я бы прям сказал, прям бись. Прям очень, очень хорошо. Только запикайте. Да, непростой маршрут, да? Да, маршрут непростой. Нормально. Ну, Айдар словил горняшку. Ему чуть-чуть попольхило. Всем должен быть. Кушает таблетки. Не, спасибо, мне норм. Правда жизни.
Ну, Это бупрофенчик, да, должен помочь. У гида, к счастью, вот целая аптечка всякого добра на все случаи жизни. в общем, накрыла меня горняшка под конец. Вот, примерно с момента вот в конце третьего пика, когда мы спускались с третьего пика, шли на четвертый, меня потихо начало накрывать. Вот. Горняшка, горная болезнь, определенные перемены происходят с организмом, и меня начало накрывать. То есть абсолютно любого человека может накрыть, даже гидов накрывает порой. Вот. Поэтому на этот раз меня накрыло. Но я этому придаю определенный философский оттенок о том, что в действительной степени это очистка. Потому что такая долгая терапия, мы где-то уже 7 часов в пути, 4 пика. Утром вышли весь световой день и до сих пор идем. И сейчас меня уже начало отпускать. Вот. Но горы — это терапия. Тоже в том числе. Ну, то есть осмысление определенное и очищение. Вот. И даже когда нас накрывает какая-то болезнь, там, не обязательно даже вот, ну, в данном случае это горняшка, это очистка определенных внутренних переживаний, внутреннего стресса, каких-то прегрешений. Очистка. То есть человек просто так не болеет. Вот, иду. Ребята, уже идем на спуск. Идем уже к окончанию. Солнце заходит. Красиво сегодня целый день. Классная погода. Вот. Вот он только оклемался, Да. ему только лучше стало. Да. Он такой, так, надо блог снимать. Да, надо сразу снимать. Настоящий блогер просто. Все же для вас, кто смотрит это. Все для вас, да, действительно. Оклемался вот только и сразу снять, потому что до этого было прям не просто достать камеру и начать вещать. Вот. И все, для чего я это делаю? Для того, чтобы вы... То есть я такой же человек, хоть и тренер, психолог, коуч. Проживаю определенные вещи Смотри, и показываю. горочка. Да. Ты что, хочешь скатиться? Конечно. Давай. А ты поедешь? Нет? Эх ты. Давай, я уже скатился. Не хватило. Ну все. Давай. Он говорит, уже скатился. Да. Уже, Вот не, можно писать в комментариях, скатился. уже не тот. Уже не тот. Давай, спускайся. То чувство, когда выпустил первое видео и пишут, раньше было лучше. Давай, поехали. Никита! Смотрите. А говорили не тот. Смотрите, скатываемся. Так, чуть там скорости добавить. Давай, давай, давай. Ну, давай скорость. Ой, хорошо. Скатываюсь с горки. Как в детстве. Какой кайф. Давай, давай, давай. В общем, такая терапия. Горы, достижения новые. На самом деле самое главное ощущение в горах — тишина, связь с природой, того, что сейчас не хватает, и достижение бонуса. Здесь на самом деле внизу горы уже, когда мы уже почти спустились, теплее, даже снег более влажный, вот, чем наверху. И плюс там, когда мы с одной стороны зашли, там было мало, не так много снега в горах. А с другой стороны прям уже можно было там утонуть. Вот. Сейчас еще набрали родниковую воду. Такой трофей домой. Прекрасный, чистейшей воды. И уже осталось совсем немного. Пару километров вот по лесочку. Уже без экстримчика. Приятно, спокойно уже завершаем наш
наш трип. Все, вот он финиш. Отсюда мы сегодня стартовали. Сюда мы сегодня вот спускаемся. Без фонариков, без ничего, полностью световой день. Да? Мы вышли сегодня в 8:30, мы только начали подниматься на канатке. А на маршрут мы вышли сегодня 19, 9:30 в 9. где-то. В 9:30 мы вышли на маршрут, даже нет, в 9:40 мы вышли на маршрут. Вот, и сейчас еще нет 6, без 26. Мы уже внизу. Мы, по сути, прям маршрут обогнали часов на 2 минимум. Ощущение, Никита? Но доволен. Доволен? Да, Кайфанул? кайфанул. Теперь спать. Нет, сначала в ванну, потом спать. Кайф, кайф. Да, сейчас супер. Все, финиш. Это финишная прямая. Отсюда мы сегодня утром начинали. Это было классно. Это прям... Это точно того стоило. Я думаю, это 4 пика зимой. Малый алматинский кругосветку. Это сильно.